Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о ягуарах. Что мы знаем о них? Многие скажут, это большая пятнистая кошка, похожая на леопарда, только из Южной Америки, и люди часто путают их между собой. И неудивительно, ведь у обоих на шкуре пятна. Есть еще машина с таким названием. Красивая, мощная, но уже не похожая ни на ягуара, ни на леопарда. Но ягуар-кошка — это совсем другая история. Она живет в Центральной и Южной Америке, предпочитает влажные леса и болота и охотится не как большинство кошек. Ягуар молчалив, точен, действует стремительно и всегда в упор. Его укус настолько мощный, что он может прокусить череп. Почему его боятся даже крокодилы? Почему капибары в панике бегут, услышав едва заметный шорох? И почему ягуар — это символ силы и тайны в культурах майя и ацтеков? Давайте разбираться. Сегодня в центре внимания ягуар. Настоящая гроза крокодилов и капибар. Поехали! И начнем мы с того, что попытаемся выяснить, как же этот пятнистый попал в Южную Америку. Давным-давно почти все кошки на планете произошли от древнего предка, который жил, скорее всего, в Евразии. Оттуда они начали расселяться по миру. Некоторые из этих кошек пересекли Берингию, сухопутный мост между Сибирью и Аляской, и вошли в Северную Америку. Позже ягуары начали продвигаться на юг по мере того, как климат менялся. Их путь совпал с одним из важнейших событий биоистории – Великий американский биотический обмен. Обмен фауны между Северной и Южной Америкой, начавшимся после формирования Панамского перешейка. Этот геологический мост стал коридором жизни. Ягуары перешли в Южную Америку, где и нашли себе новую родину – от густых тропиков Амазонии до пампасов Аргентины. Кстати, доисторические ягуары были гораздо крупнее современных, почти вдвое. Доисторические ягуары, жившие во времена плейстоцена 10 тысяч лет назад, бродили от Калифорнии до Перу, охотясь на лошадей, верблюдов, гигантских ленивцев и, возможно, даже на молодых мамонтов. Это был настоящий суперхищник ледникового периода. Но с концом последнего оледенения большие ягуары исчезли с севера, вымерли или мигрировали на юг. Южноамериканские популяции стали мельче, адаптировались к тропическому климату, джунглям, более мелкой добыче. Так появился современный ягуар, каким мы его знаем. Скрытный, крепкий, пятнистый бог чащи. Ягуар на данный момент вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из 4 представителей рода пантер, который относится к подсемейству больших кошек. Единственный представитель своего рода на территории Центральной и Южной Америки. 3-й по размеру в мире и самый крупный в Новом Свете представитель семейства кошачьих. Ареал вида простирается от Мексики к югу до Парагвая и Северной Аргентины. По различным данным насчитывается от 3 до 9 подвидов ягуара, из которых как минимум один техасский истреблен. В различных областях обитания этого хищника нарекают и разными именами. Например, латиноамериканцы зовут его тигром, хотя и не очень дальние родственники. Само же слово ягуар на языке индейского народа кечуа обозначает кровь. Оно довольно часто встречается и в различных именах, и во всевозможных словосочетаниях. Предполагается, что это слово олицетворяет у народа кечуа именно хищников. У этих индейцев самые отважные и смелые члены их племени сравнивались с пумами и ягуарами. Имеется идентичное по звучанию слово и в языке индейцев племени гуарани. Оно переводится как «зверь, убивающий одним прыжком». Длина тела без хвоста пятнистого красавца до 1,85 м, хвост до 75 см, масса до 110 кг, в основном от 60 до 90, в отдельных случаях до 120, а самка на 20% меньше и легче, а высота в холке составляет до 76 см. Замечено, что хищники, обитающие на открытых территориях, имеют более крупные габариты по сравнению с теми
теми, что живут в лесистой местности. Скорее всего, на это влияет обилие пищи, которой в степных зонах гораздо больше, ведь целые стада вкусных копытных пасутся именно там. Кстати, у него непропорционально короткие задние лапы. Это делает его не таким прыгучим, как, например, леопарда, но дает невероятную устойчивость при борьбе с крупной добычей, особенно в воде или на деревьях. Внешне ягуар очень похож на леопарда, но превосходит его по размерам. Ягуар и леопард – это как два брата из разных миров. Внешне похожи, оба пятнистые, грациозные, но происхождение, повадки и даже характер у них совершенно разный. У леопарда пятна – это черные розетки с пустым центром, а у ягуара розетки с точкой внутри. Они крупнее, реже и напоминают цветы или солнце. Каждая розетка на теле ягуара неповторима. Нет двух одинаковых ягуаров. Ученые по этим пятнам различают животных в дикой природе, как по штрих-коду. Ягуар крупнее и массивнее, короче ноги, шире грудная клетка, крупнее череп. Леопард стройнее, легче, изящный, настоящий скалолаз. При своих размерах ягуар обладает самым сильным укусом среди кошек. Он прокусывает череп или панцирь жертвы. Еще ягуар любит воду, плавает, ныряет, охотится в реках. Леопард воду терпит, но не фанат, скорее избегает. Но и ягуар, и леопард могут быть меланистами, то есть черными пантерообразными кошками. Во всех движениях и повадках ягуара видна его царская кошачья натура. Это и не мудрено, ведь там, где он обитает, равных по мощи и силе ягуару практически нет. Облюбовал наш американский царь зверей поросшие кустарником густые непролазные места вблизи болот и других водоемов. Обожают они тропические лесные массивы, где климат достаточно влажный и есть где укрыться. У воды они селятся, так как слывут отменными пловцами, а лесистую местность предпочитают, так как по деревьям они тоже прекрасно лазают и любят уединение. Сильно засушливых областей ягуар избегает. Очень высоко в горах его тоже практически не встретишь. Для счастливой, беззаботной и достойной жизни ягуару необходимо выполнение трех важных условий существования: водная стихия в месте его постоянного жительства, густой лесной массив для безупречной маскировки и холодильник полный вкусных копытных. Исходя из мест своей постоянной прописки, ягуар любит полакомиться капибарами, кайманами и тапирами. Не откажется пятнистая кошка и от муравьеда, рыбы и водоплавающей птицы. Ведут ягуары охоту и на всевозможных змей. Попадется анаконда, съест и анаконду. Обезьян, игуан, опоссумов, лисиц, различных грызунов, насух, выдр. Список продолжать можно бесконечно. Ведь у ягуара практически нет пищевых конкурентов, так как он относится к наивысшему звену пищевой цепочки. Вряд ли кто осмелится поспорить с его мощными челюстями. И внешний облик ягуара поистине неотразим. Его стати, грации и красивой шубе можно просто позавидовать. Голова у ягуара большая и крепкая, с мощными квадратными челюстями. Тело ягуара стройное и поджарое. Уши не крупные, а круглые, а глаза истинно кошачьи, хищные, взгляд волевой и слегка надменный. Конечности у зверя сильные и приземистые. Мускулатура на них прекрасно развита. Сразу заметна их хватка и мощь. Бегуны из ягуаров тоже отменны. Эти хищники могут развивать скорость только на короткой дистанции, до 100 км в час, а набрасываются они так молниеносно и стремительно, что жертва не успевает даже очухаться. Охота ягуара – это не погоня, не война, не азарт. Это искусство тишины и точности. Работа без свидетелей. Одно мгновение и все кончено. Он не мучает, не играет. Он появляется, наносит удар и исчезает. Не зря у народов Амазонки ягуар считается духом леса, призраком, чьи лапы не оставляют следов. Ягуар-одиночка, патрулирующий огромные участки леса от 25 до 100 квадратных километров. Он знает каждый ручей, тропу, дерево. Добычей может стать кто угодно, от лягушки и черепахи до тапира или каймана. Иногда он ждет у воды, потому что многие животные приходят попить. Да и в воде может плавать что-нибудь съестное. Рыба, змея, крокодил. Подавай на стол. Ягуар подкрадывается очень близко. Не с 30 метров, как
как лев. Он может подползти на 3-5 метров, и все равно его не заметишь. Его лапы мягкие, как мох, шкура пятнистый камуфляж, сливающийся с листвой, светом и тенью. Да и двигается только против ветра, только понизу и только в тишине. И вот момент, одно движение, прыжок с короткой дистанции. Не как у гепарда, а как у штурмовика. Ягуар редко промахивается. Он действует, когда знает. Точно попал. Удар лапой сбивает добычу с ног, а затем его фирменный смертельный прием. Укус в череп. Не в горло, не в шею, а в мозг. Прямо в лоб между ушами. Точно и мощно, как гвоздь молотком. Это делает ягуара уникальным среди всех кошек. У него самый сильный укус относительно массы тела, и челюсти устроены так, чтобы прокусывать кость. Даже броненосцы и черепахи имеются в ягуаровом меню. Обычно леопард выбирает себе добычу по стандартной схеме. Тихо подкрался, молниеносно прыгнул, мгновенно убил. Но с черепахой этот номер не проходит. Черепаха не убегает. Она прячется в броню. И все. Как бы говоря, ну давай, пятнистый, попробуй. Это вызов. И леопард его принимает. Доигралась тортила. Он хватает ее аккуратно и уносит в более укромное место. Туда, где можно спокойно подумать. Зверь понимает, будет не битва, а осада. Ягуар пробует найти слабое место. Переворачивает черепаху, трогает лапой. Иногда отпрыгивает, реагируя на звуки. И наблюдая, что части тела черепахи при этом немного высовываются. Это шанс. Да, ягуар не всегда сразу добивается успеха. Ну что ж, перевернем и вернемся через несколько часов. А лучше на следующий день, когда она сама будет пытаться перевернуться, считая, что опасность миновала. Один точный удар и минус крепость. А если черепаха молодая, долго не церемонится. Его не смущают их еще не окрепшие панцири. Ведь челюсти у ягуара гораздо крепче и мощнее любых других кошачьих. И они раскалывают эту броню, прямо как грецкие орехи. Охотничьему искусству ягуара можно только позавидовать. Непревзойденная маскировка и засада – его главные помощники. Интересно то, что если жертва обнаружила засаду ягуара и понеслась прочь, то он догонять ее не станет. Хотя скорость может развить приличную. Хищник лучше подождет новую добычу, которая обязательно рано или поздно придет к водопою. Свою трапезу ягуар предпочитает начинать с головы. Если попалась крупная добыча, то он может съесть ее в 2 этапа с перерывом в 10 часов между приемами пищи. Грациозные пятнистые кошки любят свежую пищу, поэтому падаль их не интересует. Охотясь, хищник издает ворчливый, урчащий, прерывистый звук. Индейцы верят, что ягуар способен подражать всевозможным голосам животных и птиц, заманивая их поближе к своей засаде. А бразильцы считают, что ягуар может подвергать своих жертв гипнозу, полностью овладевая их сознанием. Если говорить о взаимодействии ягуара и человека, то первым ягуар никогда не нападает, ибо человеческое мясо не входит в его меню. Поэтому ягуар с двуногими предпочитает не связываться. По своей натуре ягуары одиночки, которые тщательно охраняют свою территорию от любых посягательств. У мужских особей они гораздо больше и могут перекрывать владение сразу нескольких самок. Замечено, что у самцов наделы часто бывают треугольной формы, и ягуары с периодичностью раз в 2 или 3 дня меняют угол своей охоты. Где-то каждые 10 дней самец осматривает границы своей территории, делая ее обход и метит, чтобы никто из других кошачьих, даже пумы, не посягали на его частную собственность. А в исследовании на Амазонке камера фиксировала одного и того же меланистичного черного ягуара каждую ночь в одно и то же время, в 3:12 ночи, на протяжении 3 месяцев. Ягуар с часами внутри. Возможно, у джунглей есть свой распорядок, а возможно, у него было свидание, но самочка так и не пришла. И раз о свиданиях, давайте поговорим и об этом. Определенного брачного периода у ягуаров не замечено, потому что тепло в местах их обитания всегда. Во время периода любви самочка ягуара всячески дает знать о готовности к соитию при помощи специфических звуков и меток. Половозрелыми ягуары становятся в 3-летнем возрасте. На дамский призыв коты тоже отвечают специфическими возгласами. Интересно то, что драк между ягуарами за даму сердца не бывает, так как выбор остается исключительно за ней. В это время самочка перебирается на участок своего жениха, любится, а после расстаются и продолжают вести свою одиночью кошачью жизнь.
Протяженность беременности ягуарихи составляет около 100 дней. Когда роды уже близко, будущая мама занимается обустройством логова, которое может располагаться в густой чаще, укромном большом дупле или в пещере. Обычно в помете бывает от 2 до 4 малышей. Узор на детенышах еще не так выражен, как на взрослых. На шубке малюток доминируют густо расположенные черные пятнышки. При рождении котята совершенно незрячие и беспомощны. Только к 2-недельному сроку они прозревают. Заботливая мама не позволяет малюткам выбираться из убежища на протяжении 1,5 месяцев после появления на свет. Мать почует малюток молоком до полугодовалого возраста, потом начинает приучать их к охоте. Живет молодняк на территории своей матери приблизительно до 2 лет. Потом становятся совсем самостоятельными, обустраивая свое личное пространство. Живут эти хищники в дикой природе обычно до 12 лет. В неволе могут прожить и четверть века. Но печально осознавать, что по вине людей многие молодые ягуары не доживают до возраста своей половой зрелости. Самыми опаснейшими врагами ягуара выступают, конечно же, люди, которые готовы на жестокие поступки ради обладания красивой шкурой этого американского царя зверей. Кроме шкур, людей интересуют также и клыки, и лапы. К тому же многие местные жители, занимающиеся разведением скота, убивают ягуаров, боясь за свои стада копытных. Ко всему прочему, люди все больше наступают со всех сторон, поглощая территорию, поэтому животным приходится отступать, сокращая не только ареал, но и численность. В итоге популяция ягуаров непрерывно сокращается. Ягуар был хозяином 2 материков. Еще недавно ареал ягуара простирался от Аризоны до Аргентины. Он жил в США, пока его не вытеснили. Сейчас идут программы по восстановлению популяции в Северной Америке. Ученые мечтают вернуть лесному богу его законные земли. Ягуар-кошка необычная. Это зверь, у которого нет врагов, кроме одного – человека. Многие коренные народы Америки олицетворяют ягуара с храбростью, неимоверной отвагой, мощью и благородством. Каменные изваяния этого статного животного украшают алтари аборигенов. В этом удивительном хищнике слились 2 почти несовместимых понятия – огромная мощь и непревзойденная красота. Может быть, ягуар и правда обладает даром гипноза, ведь глядя на него, просто невозможно оторваться. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.